10 ноября 2019 года, в воскресенье, в офис букмекерской конторы «Олимп» ворвался КНБ, который на тот момент возглавляли ныне осужденные Карим Масимов и Даулет Ергожин. КНБ сделал все для немедленного прекращения работы компании. Вырвал с корнем сервер, парализовал работу офиса, уложил лицом в пол обычных сотрудников, арестовал банковские счета, а в конце приостановил букмекерскую лицензию. «Олимп», который более 10 лет был самой крупной букмекерской конторой страны, давал рабочие места тысячам сотрудников и платил многомиллиардные налоги, был уничтожен в один миг. Что же было настоящей причиной столь быстрой ликвидации «Олимпа»? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Летом 2018 года Министерство туризма и спорта под руководством ныне осужденных Арыстанбека Мухамедиулы и Сакена Мусайбекова решили создать монопольного букмекерского оператора. Правительство, Министерство национальной экономики, НПП «Атамекен» и другие организации не одобрили такую инициативу, в связи с чем монополизировать букмекерскую отрасль не удалось. Постигнутая неудача не остановила министерство от реализации своих намерений. В 2019 году появляется законопроект о закрытии касс букмекерских контор и образовании Центра учета ставок, очередного частного монополиста. В октябре 2019 года букмекерская контора «Олимп» и другие казахстанские букмекеры провели совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что инициативы министерства связаны с чьими-то бизнес-интересами. Через 3 недели после пресс-конференции в офис «Олимпа» ворвался спецназ КНБ и остановил деятельность компании. Позже выяснилось, что ныне осужденный начальник КНБ города Алматы Нурлан Мажилов лично одобрил возбуждение в отношении компании уголовного дела о незаконном игорном бизнесе онлайн-казино Bad Games. Уголовно-процессуальный кодекс не давал КНБ права инициировать дела о незаконном игорном бизнесе без предварительного согласия прокуратуры. Однако волновал ли кого-то закон в старом Казахстане? Новость о нелегальности Bad Games стала для компании громом среди ясного неба. Bad Games представлял собой прямые трансляции игровых событий, проводимых в Европе. Олимп не производил эти события и не влиял на их результат. Компания не скрывала факт использования этого продукта. Прием ставок происходил публично через зарегистрированные в налоговых органах кассы и сайт в интернете. За все 5 лет использования Bad Games Олимп никогда не получал претензий органов власти по части незаконного бизнеса. Теперь же оказалось, что в августе 2019 года чиновники министерства совершенно внезапно внесли Bad Games в список онлайн-казино, не известив об этом букмекерские конторы, которые много лет использовали этот продукт. В старом Казахстане никто не хотел слушать, что сотрудники Олимпа не знали и не могли знать о том, что их многолетняя деятельность вдруг стала вне закона. Однако далее компанию ожидал еще более неприятный сюрприз. Олимпу были доначислены более 90 миллиардов тенге налогов. Астрономические налоги появились не случайно. В 2014 году Олимпу уже доначисляли 2 миллиарда тенге налогов по личному приказу Ергожина, но компания выплатила эти деньги. Поэтому на этот раз было решено доначислить такую сумму, которую Олимп просто не сможет оплатить. После ознакомления адвокатов с актами налоговой проверки вскрылось еще одно вопиющее нарушение. Как оказалось, более 90 миллиардов тенге налогов были доначислены на только что ставший нелегальным Bad Games. Между тем, на незаконную деятельность не могут быть доначислены никакие налоги, а все полученные от нее доходы подлежат конфискации без дополнительного налогообложения. Начислить налоги на незаконный игорный бизнес – это такой же абсурд, что и начислить налоги на деятельность по продаже наркотиков. Независимые заключения ряда ведущих налоговых специалистов подтвердили, что доначисленные на Bad Games налоги, которые на сегодняшний день за счет пени возросли уже до 150 миллиардов, являются необоснованными. Около 2 лет Олимп мешал чиновникам старого Казахстана создать частный центр учета ставок. Но после ликвидации компании через уголовные дела частный центр учета ставок был узаконен всего за несколько месяцев. Впоследствии Сакен Мусайбеков был привлечен к уголовной ответственности за получение взятки от созданного им Центра учета ставок. Мухамедиулы, Мажилов, Масимов и Ергожин тоже волею судьбы один за другим оказались за решеткой за различные преступления, включая государственную измену.
Семьи сотрудников Олимпа считают, что общественный резонанс, созданный осужденными представителями власти Старого Казахстана, и неоднозначное отношение к букмекерской отрасли в целом не дают пересмотреть дело по закону. Тем не менее, глава государства в своих выступлениях неоднократно подчеркивает, что наступило время нового Казахстана, в котором все равны перед законом, независимо от рода деятельности. В этой связи коллектив родственников просит пересмотреть уголовное дело компании «Олимп», исходя из объявленных принципов нового Казахстана. Дела Старого Казахстана еще можно исправить.